Всем привет! Меня зовут Калинина Татьяна, я руководитель школы астрологии Альфа, и вы на нашем канале Deep Sky Astrology. На этом канале мы разбираемся в теме объектов глубокого космоса, которые однозначно влияют на гороскоп и на нашу с вами судьбу, и занимаемся исследованиями. Сегодня мы с вами разберем гороскоп человека с очень-очень редким видом смерти. Это гороскоп сапера, который подорвался на Мине летом 1993 года. Если мы посмотрим на его гороскоп, то в принципе без Deep Sky объектов ничего такого особенного мы в нем не увидим. Но все равно давайте посмотрим, потому что нам нужно начать с базы Джотиш. Что мы видим в этом гороскопе? Первое. Кендры пустые, то есть 1, 7, 10 и 4 дома пустые, в них планет нет. Это уже не очень хороший признак, что-то может случиться. Это либо болезнь, либо какая-то трагическая история, заключение в тюрьму, что-то в таком духе. Но это очень неконкретный признак, который просто задает тон этой судьбе. Второй признак какого-то неблагополучия – это Луна в 8 доме. То есть это гороскоп Баларишта. Здесь Баларишта – это указание на короткую жизнь человека, либо опасность при рождении и опасность в детстве. Луна здесь у нас располагается в 8 доме, она аспектирована Сатурном, то есть аспектирована вредителем. И слава богу, что есть соседство Юпитера, потому что если бы его не было, этот ребенок мог бы не дожить до взрослого возраста. Но из-за того, что есть поддержка от Юпитера, в принципе, человек прожил достаточно долгую жизнь, около 50 лет. У нас располагается в 10 доме Уран. Это как раз-таки описывает необычную карьеру этого человека. Уран связан либо с летательными объектами, либо с электричеством. В данном случае это была профессия сапера, то есть со взрывными вот этими химическими элементами была связь этой карьеры. И Уран, интересный факт, стоит на куспиде 10 дома, то есть он очень ярко проявлен. Если бы он был где-то в глубине дома, то есть далеко от градуса, в котором начинается дом, то, возможно, он так бы и не сработал, возможно, просто были бы какие-то элементы необычности этой профессии, но это уникальная, редкая профессия. Далее, трагедия произошла в период Луны. Почему человек умер в период Луны? Это планета, которая располагается в 8 доме, в доме смерти. Она располагается рядом с Марокой Юпитером. Марока – это планета, которая управляет 2 и 7 домом, либо располагается во 2 и 7 доме. В данном случае Юпитер управляет 7 домом. Также Луна достаточно сильно повреждена. Первое тем, что она в Дустхане, второе тем, что она под аспектом Сатурна. И мы уже, в принципе, это обсудили. Период Луны случилась эта трагедия. Шел под период Солнца. Вот с Солнцем интересно. Солнце – это хозяин 12 дома, расположенный рядом с Меркурием, хозяином 1 дома. Хозяин 1 дома всегда говорит об общем благополучии человека, его здоровье, свободе, самочувствии и общем благополучии. То есть насколько он может свободно развиваться, реализовывать свои таланты. Хозяин 12-го Солнца здесь повреждает благополучие Меркурия, благополучие хозяина 1 дома, поэтому в период Солнца могут произойти различные несчастные случаи или болезнь, или еще что-нибудь. То есть вот этот набор информации – это то, что мы с вами можем узнать из обычных формул, предсказательных по Джотиш. И у нас целая школа прогнозов Альфа построена на этих принципах. Здесь в проекте Deep Sky Астрологии мы с вами углубляемся больше в объекты глубокого космоса, как бы это ни звучало, и мы увидим с вами больше. Мы увидим с вами, как звезды повлияли на судьбу этого человека. Давайте посмотрим, прогуляемся по небу в этом гороскопе. Обратите внимание, вот Раса Лисета Астралис, звезда, где находится Плутон, это пасть льва, говорящая об опасности для жизни. Знак рака пуст. Здесь у нас Уран в Близнецах, который, собственно, и говорил о необычной карьере. Двигаясь дальше, мы ищем Солнце и Луну. Юпитер у нас здесь рядом с Менкаром. Менкар, кстати, это пасть кита, пасть морского чудовища, поэтому Юпитер может принести опасность для жизни.
Вот она Луна, посмотрите, она загораживает звезду в созвездии Рыб. Ну, она уже такая переходящая, да, из Рыб в Овна, то есть она на грани стоит. Ну, по гороскопу она, конечно, уже в Овне находится. И она задевает важные звезды в созвездии Андромеды и созвездии Рыб, вот двигаясь в сторону Овна. Вот здесь у нас Луна, и показано, как она двигается в течение дня. Немножко отматываем назад, она еще в Рыбах, и двигаемся вперед. По времени рождения она заходит в Овен. И видите, освещенность ее очень небольшая. То есть сила самой Луны небольшая, и диск ее почти весь в тени, из-за того, что рядом солнышко находится. Вот у нас Венера. Венера у нас в очень близком соединении с Марсом. Это тоже напряженный такой аспект. Потом вернемся к гороскопу, посмотрим, чего и как с ним. И вот оно, Солнце. Солнце находится рядом со звездой Секунда Гиеди. Это первая звезда в созвездии Козерога. Секунда Гиеди переводится как излучающая первый свет в созвездии. И как вы видите, там есть две звездочки. Это Прима Гиеди, Секунда Гиеди. Это двойная звезда. Тема двойных звезд — это крайне интересная тема для исследований. Мы однозначно будем заниматься этим вопросом. И возвращаясь к гороскопу, я покажу вам, как сработали эти звезды. Марс с Венерой у нас с вами располагались очень-очень близко. По сути, это ситуация планетной войны. И в нее попадает Марака, Венера, то есть показатель смерти. И в этой планетной войне задействованы следующие лица. Первое — это Марака, Венера. То есть планета, которая теоретически описывает смерть человека, либо период смерти человека. Там же стоит Марс рядышком с этой Венерой, и вот они спорят и борются. Марс у нас хозяин 8-го дома. Конечно, Венера у нас не только планета, которая дающая смерть, она еще дает деньги, потому что хозяин 2-го дома. И Марс хозяин 8-го, то есть это деньги от каких-то кризисных ситуаций, либо от работы, связанной со смертью. В принципе, такие вещи могут происходить в гороскопах МЧСников, пожарных и других профессий, где есть связь со смертью, с какой-то опасностью. Марс здесь и Венера располагаются в 6-м доме службы, то есть это наемная работа, это не предпринимательство. И вот такое близкое соединение, оно дает, конечно же, опасные ситуации, в которых, как видимо, человек будет зарабатывать деньги. И один из профессиональных рисков — это, конечно, подорваться на мине. Как вы помните, Плутон у нас располагался рядом с пастью льва, звездой, которая олицетворяет пасть льва. И вот почему это важно. Когда человек умер, шел период Стрельца. От Стрельца, помимо того, что это вообще опасный период, который дает либо взлет, либо падение, чаще всего падение. Но тут он дал падение, потому что нет ни одной доброй планеты в двойственных знаках, нет никакой поддержки на 1-й дом здоровья. И здесь вот только этот Уран, который говорит о каком-то взрывном событии, в каком-то неожиданной проблеме, которую нельзя было прогнозировать. Плутон, располагаясь в 8-м доме смерти от периода, располагается в Накшатре Ашлеша. И Кету там тоже располагается. И вот этот Плутон в 8-м доме, который говорит о том, что может быть опасность для жизни, потому что он повреждает 8-й дом. И этот Уран, который говорит о том, что будет неожиданное яркое событие. И пустые кендры. Все это формирует нам вывод о опасности для жизни в период Стрельца. Ну, соответственно, по Вимшота Дридаши это шли период Луна-Солнце. Мы с вами это разобрали. Так вот, что касается Накшатры Ашлеша. Вот здесь мы с вами подходим к очень интересной теме, на которую у нас будет мастер-класс в школе через несколько недель. И я закреплю вам внизу в комментарии ссылочку на этот мастер-класс. Это будет мастер-класс по теме Накшатры и звезды. Дело в том, что каждая Накшатра, то есть участок на небе, каждое созвездие, формирует характер, исходя из главной звезды созвездия. И здесь мы с вами подходим к очень интересной теме Накшатры и того, как этот Плутон показал нам смерть человека. И Плутон и Кету располагаются в Ашлеше. Ашлеша — это опасная Накшатра в конце знака Рака.
ее управитель Меркурий, ее символ свернувшаяся в клубок змея. И обычно Накшатра Ашлеша показывает умных и очень хитрых людей, но планеты в этой Накшатре несут опасность. Опасность заключения в тюрьму, в больницу, либо опасность смерти, какие-то не очень приятные вещи. Здесь Плутон, располагаясь в этой Накшатре, безусловно, говорит о смерти в период, когда Плутон окажется в 8-м доме. И я всегда думала о том, как древние с помощью символов нам давали понять о характере Накшатр. Откуда они брали эту информацию, как они могли догадаться. То есть нам необходима огромная база гороскопов для того, чтобы их проанализировать и сделать вывод о каком-то небольшом участке на небе, что он имеет вот такой характер, что он дает вот такие события в жизни человека. И я нашла ответ на этот вопрос только когда начала заниматься астрономией. Дело в том, что Ашлеша по градусам совпадает с созвездием Гидры. Накшатра Ашлеша имеет грозный характер и демоническое происхождение по классификации Накшатр, и она находится в знаке Рака, как вы знаете. Начинается Накшатра в 16-40 градусах, заканчивается в конце знака Рак, то есть в 30 градусах. И посмотрите, как это выглядит на небе. Вот как раз-таки понимаете, в чем дело, что астрологи раньше, когда создавались эти трактовки, они изучали небо. Все астрологи были астрономами, и никто не работал в отрыве от неба, понимаете, никто не работал, как мы сейчас, просто открывая программу, которая сама тебе все посчитала. И они видели символику созвездий, которые находятся рядом. Вот все места Сарпадрикана, то есть это особые участки на небе, которые отвечают за какие-то неприятности, они находятся в водных знаках, и они всегда связаны с созвездиями, которые изображают каких-то чудовищ, да, морских. То есть это либо гидра, как здесь у нас в знаке Рака, либо это змееносец, который несет змею у себя в руках, Геркулес, либо это созвездие кита, то есть морского чудовища в конце знака рыб. В общем, все это связано с морскими чудовищами. И в данном случае тоже, посмотрите, Накшатра Ашлеша у нас соотносится с головой Гидры. И здесь одна из главных звезд — это звезда Альфард. Давайте мы про нее почитаем немножко. Это оранжевый яркий сверхгигант в созвездии Гидры. В переводе с арабского Альфард — это одинокая звезда, потому что рядом нету каких-то ярких звезд. Это сердце Гидры или сердце большого змея. Безусловно, накшатры связаны с тем, что мы видим на небе, с тем, что видят астрономы, и задачей нашего проекта является изучение этих данных, обогащение техник прогнозирования в астрологии с помощью изучения этих созвездий. Кстати, вот это сейчас положение планет на сегодняшний день. Вот мы видим во входе в знак Близнецов располагается комета. И однозначно ребенок, который родится сейчас в этот момент, куда бы у него ни попал этот знак Близнецов, у него будет какая-то необычная карма по этому дому, по этой сфере жизни, какое-то счастливое стечение обстоятельств. И вот, кстати, почему у нас с вами сейчас происходят различные катаклизмы. Вот оно, пожалуйста, положение Юпитера. Когда он доходит до Днепр-Гиези, совсем немножечко ему осталось, будут какие-то у нас стрессы и какие-то неблагоприятные события. Мы с вами немножечко отвлеклись от основной темы. Я просто хотела вам показать, насколько накшатры зависят от созвездий, которые их формируют, от главных звезд, от их трактовки этих звезд. И вот эта одинокая звезда Альфард, она и описывает ситуации в накшатре Ашлеша, когда человек остается один на один со своими проблемами.
в разных обстоятельствах. Либо это болезнь, либо это заключение в тюрьму, либо это какие-то ситуации на грани смерти. И гороскоп, который мы сегодня с вами рассматривали, это подтверждает. К сожалению, человек лишился жизни в результате профессионального риска. Я приглашаю вас на мастер-класс в рамках проекта Deep Sky Astrology 21 октября, который пройдет в нашей школе. Он называется «Накшатры и звезды», и мы с вами разберемся, какие звезды формируют накшатры, какие у них трактовки у этих звезд, почему они влияют на какой-то большой промежуток на небе, насколько сильно они влияют, как определить, насколько много включена, например, звезда Альфард в вашем гороскопе, как она даст свои плоды на 100%, на 50% или слегка. И ссылочка на этот мастер-класс будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Пожалуйста, ставьте ваши лайки, делитесь этим видео с друзьями, так вы очень поддержите наш начинающий проект. И жду вас в следующих видео. С вами была Татьяна Калинина.